Печальное явление жестокого обращения с собаками, похоже, не прекращается и не имеет никаких границ. Эту тенденцию не всегда можно легко проследить, поскольку она часто имеет место в частном контексте или во всяком случае защищена от глаз людей. Поэтому, к сожалению, еще многое предстоит узнать о практиках, которые могут прижиться как дома, так и на фермах. Поэтому всегда стоит помнить, что если вы подозреваете, что с животным плохо обращаются, вам рекомендуется сообщить об этом властям или в Ассоциацию защиты животных. Именно это сделал ветеринар, когда однажды он наткнулся на бедного Бенки, маленькую собачку, подвергшуюся жестокому обращению. Бенки вырос на собачьей ферме в Ларе, Венесуэла. Поэтому его существование всегда было связано с его заводчиками, которые однажды решили избавиться от этого беззащитного щенка. Однако, прежде чем предоставить его самому себе, люди сделали нечто еще худшее. Зверства, которым подвергся Бенки, превосходят даже самые худшие представления. Фактически, прежде чем оставить его на улице, заводчики удалили ему оба глаза, сделав его полностью слепым. Вдобавок к этому кто-то очень сильно ударил его по одной из задних ног. В таких условиях Бенки не смог ни сбежать, ни попытаться защититься. Однако, несмотря ни на что, собачка выжила. Некоторое время он жил на улице, прежде чем его заметил ветеринар. Мужчина, глубоко потрясенный состоянием щенка, подверг его всем необходимым проверкам. Примечательно, что здоровье Бенки в целом было хорошим. Однако на самом деле от всех этих издевательств пострадала его психика. На самом деле маленькая собачка была сильно морально травмирована. И все же он решил дать людям второй шанс, веря в себя заботе и любви любящей команды специалистов. Благодаря деликатности последнего, к Бенке с первых дней начали возвращаться надежда и жизненные силы. Через 10 дней бедная собачка, казалось, прекрасно приспособилась к новым условиям. Бенки теперь готов испытать свободную любовь семьи, которая искренне заботится о его благополучии. Мы надеемся, что жизнь сможет отплатить ему за все перенесенные страдания. А вы что думаете об этой истории? Пишите в комментариях, ставьте лайки и обязательно подписывайтесь. Не забывайте нажать кнопку колокольчик, чтобы не пропускать новые истории спасения и обзоры.